Сегодня, в эти дни, это Дух Святой. И вы знаете, на эту тему написано сегодня очень много книг. И наверняка вы просто читали эти книги. И вы знаете, сегодня нет дефицита в теле Иисуса Христа в учении. Нет дефицита. Сегодня изобилие учения. Но вы, я думаю, не будете оправдываться и отрицать того, что, несмотря на изобилие учения, мы все равно в таком состоянии, когда мы читаем Писание, мы видим, что что-то не так. Я не знаю, как у вас, но я, например, вижу определенный диссонанс. Читая Писание, я вижу одно. Конечно, мы провозглашаем в вере, что мы такие, как говорит Писание, но на деле мы видим совсем другие вещи. Меня лично это не удовлетворяет. И я хочу реальности того, что написано в Писании о церкви, о верующих, о жизни верующих, чтобы это действительно было нашей жизнью. Чтобы это было нашей жизнью. Поэтому я хочу, чтобы то, о чем мы будем говорить, это не было просто каким-то очередным знанием. Потому что я точно знаю, что вы много знаете. Вы много читали. Вы знаете, как звучит на греческом то, как на иврите звучит то. Вы знаете все. Мне, знаете, однажды я читал Смита Виггельсворта, и он сказал такие слова. И мне очень сильно понравились они. Он сказал, говорит, некоторые читают Библию на греческом, кто-то на иврите, а я читаю Библию в Духе Святом. Молодцы, сильно. Вы понимаете, и на самом деле, если вы знаете немножко или читали о жизни Смита Виггельсворта, это был достаточно необразованный человек. То есть он до конца своих дней, он совершал грамматические ошибки в своем английском, он поздно научился читать, писать, но тем не менее, то, что когда Дух Святой сошел на него, и он был крещен Духом Святым, ему было 47 лет. Вау. И началось могущественное служение Духа Святого через этого человека. Он воскрешал мертвых, сотни, тысячи людей были исцелены, десятки тысяч были исцелены сверхъестественно силой Духа Святого. И он зависел от двух вещей: от Писания и от Божьего присутствия, Духа Святого. И он не разделял эти вещи. Понимаете? Поэтому мое желание страстное, как для своей жизни, так и для вас сегодня, чтобы Дух Святой дышал. Потому что я имею определенную теологию, богословие, и мы будем закладывать определенные основания теологии. Мы будем говорить сегодня теологию о Духе Святом. И кто-то может сказать, зачем нам теология? То есть теология — это учение. Тео — это Бог, логос — это Писание. То есть учение о Боге. То есть учение о Духе Святом, допустим, сегодня, да? И кто-то может сказать, зачем нам теология? Мы и так все знаем. Нам главное не теология, а жизнь, плоды этой жизни, которые наполнены сверхъестественным и так далее, и так далее. И некоторые сегодня игнорируют теологию, то есть учение. И поймите, я не против теологии. Я и за то, и за другое. У нас должна быть жизнь, наполненная сверхъестественными плодами Духа Святого. У нас должна быть сверхъестественная жизнь. И в то же самое время мы не можем вычеркнуть учение. Мы не можем вычеркнуть. Поэтому на самом деле, знаете, друзья, теология бывает хорошая, и теология бывает плохая. Хорошая теология, чем хороша она может привести нас к благочестивой жизни. Потому что то, во что мы верим, в какое учение мы верим, то та жизнь будет и проистекать в нас. Понимаете, да? И то же самое, если плохая теология, то она может привести нас к не очень хорошие вещи. И даже наоборот, она может огорчить Бога и огорчить Духа Святого. Поэтому, друзья, я за хорошую теологию. Мы тоже. И знаете, может быть, вы знаете, я часто спрашиваю людей, что такое заблуждение? Знаете, что такое заблуждение?
Кто из вас хочет жить в заблуждении? Кто из вас хочет жить в заблуждении? Кто хочет верить в заблуждение? Вы должны знать, что такое заблуждение. Это не истина. Друзья, я не знаю, вы потом будете все это как? Смотреть, да? Да. Много раз. Послушайте, просто это очень важно. То, что я буду говорить, это поможет вам. Это снимет определенные вопросы. И в то же время сделает вас внимательным ко всему, что происходит в христианском мире. Послушайте, мое определение, что такое заблуждение. Всякая истина, доведенная до крайности, рано или поздно становится заблуждением. Послушайте меня еще раз. Всякая истина, послушайте, всякая истина, я не просто хочу бросаться словами, друзья, это правда. Я хочу, чтобы мы научились думать и не проглатывать все, что мы слышим, и анализировать на основании Писания. Всякая истина, доведенная до крайности, рано или поздно становится заблуждением. Все ереси, которые сегодня есть в церкви, основаны на Писании. Вы не говорите аминь? Аминь. Вы не согласны с этим? Поговорите сегодня с христианской наукой, поговорите сегодня со свидетелями Иеговы, поговорите сегодня с мормонами, да. Поговорите с людьми, которые в ереси. Они будут цитировать вам Писание. Я не хочу быть одним из них. Поэтому я должен знать, что такое истина. И я не хочу, чтобы вы попали в заблуждение, и я попал в заблуждение, поэтому мы что-то должны знать об истине. Всякая истина в Писании, она параллельна. Я с первых слов уже начинаю ваши мозги просто плавить. Параллельно. Я объясняю. Кому или чему? Я объясню сейчас. Что значит всякая истина параллельно? Смотрите, Псалом 96. Я просто вам объясню это. Потому что вы слышали об учении суперблагодати, об учении процветании, об учении супер исцеления, сверхъестественных вещей. И это все, это истины. Но если взять одну из истин и довести до крайности, Елена, то вы даже не заметите, как вы будете проповедовать или учить в заблуждение. Поэтому каждая истина в Писании, она параллельна. И я покажу вам, открыли 96-й Псалом, 2 стих. «Облако и мрак, а крест его. Правда и суд, основание престола его». Друзья, престол – это место, на котором восседает Бог. Это место правления Вселенной. Это власть, сила и господство. С этого места Бог осуществляет свое правление во Вселенной. Так вот, основание этого престола, оно стоит на чем? На правде или оправдании, или милости, или благости, с одной стороны, а на другой суд или справедливость. И это две истины, которые дают баланс. Если вы будете только в милости, это вы впадете в заблуждение. Если вы будете в справедливости, это приведет вас в религиозность. Поэтому нам нужно и то, и другое. Вот что значит всякая истина параллельна. Я уже говорил в субботу о том, что у Иисуса есть две ипостаси. Он есть агнец, и он есть лев. Он не только лев, и не только агнец. Он агнец и лев. Это две противоположные сущности. Вы заметили, да? Бог посылал своих учеников по
Я и Павел пришли к вам. Два раза. Да. Агнец. Мы подумаем, как мы его принесем в жертву. Вы понимаете, друзья? Это я просто, вот навскидку вам просто говорю, что объясняю сразу, чтобы не впасть в заблуждение. Кто-то любит только агнца. Он такой прекрасный, нежный, такой котенок, такой вот все. Кто-то хочет льва. И те, и другие, если не будут любить две эти истины, будут в заблуждении. Правильно. Аминь. Вы понимаете то, о чем я говорю? Да. Поэтому, друзья, сейчас я буду выражаться. Пристойно. Пристойно. Есть такие понимания, как экзегеза и айзегеза. Ой, Где аплодисменты, Павел? Это очень важно, друзья, как мы толкуем Писание. Это очень важно. А экзегеза – это попытка открыть значение текста, следуя последовательно от начала до конца, то бишь не вырывая из контекста. Понимаете, да? Это экзегеза. То есть айзегеза – это привнесение в текст субъективного предвзятого мнения, то бишь вырывая из контекста. Айзегеза означает доказательство или подтверждение идеи или убеждения с помощью библейских стихов. То есть ты взял какую-то истину, и ты взял вокруг этой истины с других мест Писания, взял другие, и ты сделал эту истину коронным откровением своим. Вы понимаете? Но ты просто обосновал то, во что ты веришь. Так можно обосновать разводы, так можно обосновать гомосексуальные связи или лесбийские. Все этим Писанием. Взять места Писания, вырвать из контекста, окружить другими местами Писания, логически вывести. Вот вам, пожалуйста, учение, основанное на Писании. Понимаете, друзья? Поэтому всякая истина, она параллельна. И нам так нужно иметь общение с автором этого Писания, друзья. Понимаете? Не просто с авторами каких-то книг, учений или проповедей, но мы несем ответственность, быть нам обманутыми или нет. Обычно обманутые люди, они обвиняют какого-то лидера в том, что он нас туда завел. Друзья, як кажуть у нас на Украине, майте голову на плечах. По-русски это, знаете, имейте голову на своих плечах. Она у вас не для шляпы. Мы в нее едим. Поэтому, пожалуйста, не совершайте никогда греха Адама и Евы. Господь, это ведь не мы. Это лидер, которого ты нам дал. Извините. Вас никто не заставлял. У вас есть Дух Святой, у вас есть Писание. Поэтому я говорю, проверяйте любого проповедника или учителя на основании Божьего Слова. Соответствует ли то, о чем он говорит, Божьему Слову? У вас есть Дух Святой. Аминь. Поэтому нам нужно действительно отношение и общение с Богом Духом Святым, потому что Он автор этого Писания. Это так, вставочку, хорошо? Пожалуйста, вы меня остановите, когда у нас закончится урок, хорошо? За 5 минут как-то просигнализируйте. За 5 минут кто-то должен мне как-то бибип сделать. Хорошо, за 5 минут. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Я так понимаю, вы цитируете каждое служение, это место Писания. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого со всеми нами.
Аллилуйя. Чудесное местописание. Аминь. И смотрите, и фактически все это местописание представляет нам три личности Троицы. Да? Благодать Господа Иисуса. Первое. Вам нравится благодать? Да. О, я люблю благодать. Смотрите, любовь Бога Отца. Представлен Отец. И общение Святого Духа. Когда Иисус после своего воскресения из мертвых общался с учениками и давал наставление нести Евангелие Царства и учить народы и крестить их, то крещение подразумевается не просто, знаете, как такая религиозная часть в церквях. Там, крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И это мы применяем только лишь в понимании водного крещения. Я убежден, друзья, что когда Иисус говорил «крестите народы» во имя Отца и Сына и Святого Духа, Он не имел в виду только лишь водное крещение. Он говорит, друзья, греческое слово «крестить», буквально «баптиза», полное погружение. Он говорит, пожалуйста, крестите не только в воде, но погружайте народы в личность Отца. В сердце Отца погрузите народы. Пусть они познакомятся с любовью Бога Отца. Пусть они познакомятся с благодатью Иисуса Христа, Его милосердием. И пусть они познакомятся с силой, присутствием и общением личности Духа Святого. Вы понимаете? То есть это то, и христианство – это непрекращающийся процесс крещения в личность Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. И это, друзья, не скучно. Если мы заскучали в своем христианстве, значит мы перестали процесс погружения, то бишь крещения в личность. Вы понимаете, друзья? Евангелие Иоанна, 14 глава. Евангелие Иоанна, 14 глава. Иисус Христос говорит о Духе Святом. Я думаю, из всех Евангелий больше всего о Духе Святом Иисус говорит именно в Евангелии Иоанна. Больше всего. И смотрите, что он говорит здесь. Вы знаете эти места Писания. Я закладываю такую теологию, то есть учение о Духе Святом. Возможно, вы знаете, но что-то вы услышали сегодня уже в первый раз. Так ведь? Да. И это Вот будет... эти два слова. Это будет... А? Вот эти два слова. Вот эти два слова, да? Выражение. Гезагеза, понятно? Together – это вместе, все вместе. Учите. Come together. Окей, хорошо. Открыли, да? От Иоанна какая? 14 глава. И я прочитаю 16-18 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами». Вау! Аллилуйя! Мне нравится, все места Писания, они очень смачные. Это говорит о том, что без Духа Святого, друзья, мы будем чувствовать себя сиротами. Да. Вот почему так важно погружаться в личность Духа Святого. Потому что Дух Святой – это Дух усыновления. Чем больше мы погружаемся в личность Духа Святого, тем быстрее уходит дух сиротства из нас. А мы все с вами сироты. И это не вопрос полных семей, хороших отцов. Это вопрос грехопадения. Мы потеряли связь с Небесным Отцом. И мы осиротели. И дух сиротства, он пришел во все человечество. И люди просто не знают, кто они. Окей. И смотрите. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Вы знаете, что в нашем русском языке слово «другой» мы подразумеваем, что это что-то отличное от оригинала.
Но Новый Завет написан на греческом. И слово «другой» здесь имеет совсем другой смысл, чем мы его представляем. Слово «другой» буквально означает на греческом «такой же, как и предыдущий». Точно такой же по силе, по свойствам, по любви, по всему. Точно такой же, как оригинал. Один в один. Вы понимаете, друзья? Поэтому, когда Иисус говорит, что «я дам вам другого утешителя», говорит, ребята, не переживайте, точно такой же, как я. В мудрости, в силе, в величии, могуществе, в любви. Точно такой же. Понимаете? Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами. И смотрите, в Евангелии Иоанна 16 глава, 7 стих, Иисус говорит, 7 стих, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Я вообще-то, как человек, я не понимаю этого местописания. Потому что для меня лучше, вы представьте, ученики ощущали, осязали, обоняли просто Иисуса очень близко, рядом. Вы понимаете, они видели чудеса. Наше физическое зрение, вот она реальность, вот она реальность. И вдруг Иисус говорит, ребята, вы не понимаете, то, что я нахожусь с вами, это не лучший вариант. И ученики не могли понять. Мы сегодня с вами до конца не понимаем. Я думаю, что лучше бы для вас, если бы Иисус с вами спал, если бы Иисус просыпался, был на кухне с вами, ходил, вы его видите, вы с ним разговариваете. Вот он Иисус, он живая личность перед вами. Вот она реальность. Но Иисус говорит, вы не понимаете, настоящая реальность, лучшая реальность, это не то, что вы видите, слышите, обоняете и осязаете. Это не я настоящая реальность. Вы понимаете? Он говорит, Дух Святой настоящая реальность. Он должен стать больше настоящей реальностью, чем я. Он и является этой настоящей реальностью. Они тогда не понимали этого. И мы с вами так не понимаем. А дальше? Они не дочитали до того места. Я не закончил еще. Вы понимаете? Он говорит, почему лучше? Почему лучше? Возвращаемся в 14 главу. Почему лучше? 17 стих. Конец этого стиха. Вот Иисус дает ответ. Потому что когда Иисус находился рядом с учениками, Он был рядом. Как бы Он ни был близко к ученикам, все равно Он не настолько будет близок. Вот, мы очень близки. Но Дух Святой, Он не только с нами, Иисус сказал. Он не только на нас, но Он и внутри нас. Это то, что отличало Духа Святого от присутствия Иисуса в теле. Спасибо, Павел. Вы понимаете? Да ладно, что так сильно пережал тебя? Использовал ягненка каждый может обидеть. Хорошо. Друзья, я чувствую, что нам нужно просто иметь вот это понимание, откровение. Я хочу вам показать, настолько важен и настолько сегодня как бы забыта третья личность Божества в нас, в теле Иисуса Христа. Мы просто теологически, мы как бы исповедуем, понимаем. Знаете, есть разные уровни знакомства. Я называю, что сегодня, знаете, такое,
вы имеете, понимаете, что такое шапочное знакомство. Когда вы встречаетесь с людьми, да, или кто-то вас знакомит, говорит: о, привет, это мой друг там Вася Пупкин. Окей, хорошо, а это мой друг там Володя. О, классно. В следующий раз вы проходите, видите Васю Пупкина, вы его не знаете, но вы с ним здороваетесь, потому что вас познакомил ваш лучший друг. Это шапочное или поверхностное знакомство. То есть вы вроде бы знаете этого человека визуально, но близко, чем он живет и чем он дышит, вы не знаете. И у меня такое впечатление, что в церкви у нас шапочное знакомство с Духом Святым. То есть мы познакомились с Ним во время рождения свыше, мы что-то пережили, всплакнули. Вау, что-то изменилось. О, приятная личность. Оказывается, я пережил, я рожден свыше. Моя жизнь изменилась. Потом еще раз при крещении Духом Святым мы пережили знамение иных языков. Мы исполнились, прикоснулся Дух Святой. И потом иногда на служениях мы что-то ощущаем. Время от времени. Я называю это шапочным знакомством. Это не то, что мы должны иметь в нашей жизни. Я хочу просто сказать вам, насколько важна эта личность Духа Святого. Насколько Он необходим. Вы даже себе представить не можете. Смотрите, друзья. Смотрите. Смотрите. Сейчас, у меня тут куча всего. Поэтому Псалом 50. Это псалом Давида. Давид согрешил, пережил покаяние, обличение, покаяние. И вот его слова. И поймите, Давид жил в Ветхом Завете. Дух Святой не жил в нем. Дух Святой был на нем. Он был помазанным Духом Святым. Он был помазанным царем. Аминь. И вот смотрите, такое впечатление, что Давид в Ветхом Завете, читая это местописание, которое я вам сейчас скажу, он сегодня лучше понимал и знал важность роли Духа Святого, чем верующие Нового Завета. Я хочу просто возбудить аппетит вам, у вас для познания этой личности, для отношения с этой личностью. И он говорит, смотрите, 13-14 стих. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня». То есть он говорит, что переживание спасения, напрямую радость и сила в жизни Давида зависело от присутствия Духа Святого в его жизни. Вау, я серьезно говорю, ребята, такое впечатление, он просто умолял Бога после того, как он согрешил, говорит: пожалуйста, Господь, Духа Своего Святого не отнимай, потому что без Него нет ни силы в моей жизни, ни радости, ни смысла. Я вообще не уверен ни в чем, ни в спасении, ни в чем я не уверен в моей жизни. Без Духа Святого. Пожалуйста, не отнимай Духа Святого от меня. Вы понимаете, насколько он ревновал? Он знал присутствие, он чувствовал помазание Духа Святого. Он ревновал об этом. Он умолял Отца об этом. Вы понимаете? Ефесянам 1 глава 19 стих. Чем отличается семинар или учение от проповеди? Знаете, да? Чем? Правильно. Проповедь – это провозглашение. Семинары – это учение. Проповедь – это всегда набор мест Писаний, где-то от 5 до 10 максимум, обычно 5-7 мест Писаний, на которых строится. Это провозглашение истины. Проповедь, проповедник в переводе означается глашатай. И это слово взялось тогда, когда на центральную улицу, на центральную площадь, на помост
выходил посланник царя, открывал свиток и громко провозглашал уставы царя. Вот это проповедник, глашатай. Чтобы вы понимали, что такое проповедник. Проповедник. Вы понимаете? Учитель, то есть проповедник, он говорит: Иисус Христос Господь! И все: Аллилуйя! Вы понимаете? Он такой эмоциональный, он такой вот, знаете, вот весь в огне в одном месте. Просто он горит, он бегает туда-сюда, и все смотрят: вот это огненный помазанник, вот это все. Знаете, и все думают, их никто не спит, он всех зажигает. Он эмоционально поднимает, он эмоционально возбуждает народ через истинное провозглашение Божьего Слова. И все выходят, и до среды все сдуваются. И доживают до следующего воскресенья, в вашем случае до субботы, и ждут, когда же пастырь снова надует. Учитель – это совсем другой дар. Учитель говорит, если проповедник говорит: Иисус Христос Господь, и вся церковь: Аллилуйя, аминь, то учитель приходит и говорит: Иисус Христос Господь. Пункт первый. Почему Он Господь? Пункт второй, пункт третий. У него несколько пунктов и куча мест Писаний, подтверждающих. Поэтому, когда люди не понимают даров в теле Иисуса Христа, он говорит: слушай, какой вот этот веселый, классный проповедник, живой такой, а этот вообще, вообще на нем спишь просто такой. Ну что такое мямля такой? Вы не понимаете даров, друзья. Очень важно понимать, это, конечно, не тема нашего семинара, но я хочу, чтобы вы понимали, что дары разные. И, пожалуйста, не пропускайте дары, вы должны знать что-то о дарах. Но это пусть пастор вам расскажет. Хорошо? Так вот, друзья, Ефесянам 1 глава. Это очень важно. Оказывается, это очень важно. Ефесянам 1 глава, 19 стих. Апостол Павел молится, и он говорит такие слова. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Вау! Послушайте. Оказывается, мы стали верующими благодаря державной силе Бога. Вы слышите, да? Мы стали верующими благодаря державной силе Бога. Что это за сила Бога? Это Дух Святой. Благодаря Духу Святому мы уверовали. Вы понимаете, да? И вот что я скажу, друзья. Мы будем оставаться в вере благодаря только отношениям с Духом Святым. Это все Дух Святой производит спасение, хотение, желание внутри нас. Вы понимаете? Благодаря Духу Святому, этой державной силе, мы спаслись. И мы стали верующими. И для того, чтобы остаться нам в вере, нам необходимо отношение с этим Духом Святым. Как только мы лишаемся, или оставляем это отношение, наша вера будет угасать. Или, она останется в младенческом таком состоянии. Вы понимаете, да? Это очень важно. Первое послание к Коринфянам, я покажу вам. 2 глава, 4-5 стих. Вы со мной? Да. Кто со мной, тот герой, друзья. С тобой. А и с тобой. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 4-5 стих. Смотрите, что говорит апостол Павел. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на чем строится наша вера, друзья? На силе Божьей. На силе Божьей. На присутствии Духа Святого в нашей жизни. Если мы не имеем отношения с Духом Святым, значит наша вера будет оставаться в этом эмбрионном состоянии, друзья.
Потому что Писание говорит, что Царство Божье, оно не в слове. Царство Божье, оно в силе. Поэтому очень важно, чтобы я задал себе вопрос, на чем стоит сегодня моя вера? На мудрости человеческой, на убедительных словах, в которые мы вплели религиозные какие-то вещи, на теологии, на богословии, на чем строится моя вера сегодня? Потому что из Писания я вижу, что Дух Святой, Он родил нас через Слово. Он родил. И Он продолжает совершать спасение в нас благодаря отношению с этим Духом Святым. С Ним, вернее. Понимаете, да? Писание говорит, 1 Коринфянам 4 глава, 20 стих, я уже процитировал. «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Римлянам 14 глава, 17-18 стих. Я хочу, чтобы вы открыли это, прочитали. Тоже есть классическое определение Царства Божия. Помните, Иисус сказал, что Царство Божие уже внутри нас. Это Луки 17 глава, 14 стих, по-моему. Но, смотрите, Римлянам 14 глава, 17-18 стих. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Но в оригинале там стоит слово «благодаря Святому Духу». Благодаря Святому Духу. Именно Дух Святой делает нас праведными. Именно Дух Святой приносит ощущение мира. Именно Дух Святой приносит радость в нашу жизнь. Он источник праведности, Он источник мира, Он источник радости. И что главное, там дальше следующий стих. Кто этим служит Христу, то есть верующие должны этим служить. То есть через присутствие Духа мы служим Богу. Благодаря Духу Святому мы служим Богу. Христу, вернее. И написано, и становится угоден тот, кто с этим служит Христу, угоден Богу. И достоин одобрения от людей. То есть наше служение Богу или Христу основано, вытекает через отношения только с Духом Святым. Если мы не имеем отношения с Духом Святым, значит и Христу мы не будем служить так, как Он этого хочет. Это просто будет религиозная деятельность. Я называю это ИБД. Расшифровываю. Имитация бурной деятельности. Религиозной. Можно еще добавить слово, букву «Р». ИБДР. Оборвалка. Ладно. Вы понимаете, друзья? Ладно. Возвращаемся. Все хорошо? Да. Отлично. О, да. С чего начинается христианство? Это вопрос. С Христа. Что там умничать вообще, не париться вообще. Вот что приходит на ум, знаешь, как бы так и надо. С чего христианство? С Христа. С чего духовная жизнь? С духа. С жизни. С жизни просто. Хорошо. Я говорю, мы закладываем сейчас такую правильную теологию. Это очень важно. Иногда мы не задаем себе вопросы. Я не знаю просто. Вот теология, она расставляет все. Знаете, учение это, я люблю учение, я люблю теологию, когда все расставлено по полочкам, и ты знаешь, какую книжку взять. Все, ты знаешь вообще, все заложено, как в Тетрисе. Правильно все положено, все построено, вы понимаете? Все гармонично. Нормально, все заполнено. Извини, просто пришел такой пример. Только мы с тобой знаем. И приближенные. Вы понимаете? Вот когда там все навалено, вот такое, камни, груда, там, как говорится, сам этот ногу сломит, да? Он сам в шоке просто от христиан. Говорит, Боже, во что они верят вообще?
Кирилл понял, о чем я говорю. Да. Так вот, друзья, я хотел бы просто положить это основание, чтобы вы понимали. Христианство начинается, во-первых, с покаяния. Потом с веры в Бога. Потом с крещения. То есть должны пройти вот эти этапы. Покаяние, вера, крещение. Марка 1 глава, 15 стих. Нормально все? Вам понятно пока все? Я хочу подтвердить все то, что я сказал, Словом Божьим. 15 стих. «И говоря, что это слова Иисуса, исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Очень важно, друзья, чтобы мы понимали, как приходит вера. Если у нас нет покаяния, значит, у нас нет веры. Люди занимаются религиозной деятельностью, масса людей не обращены, не рождены от Духа Святого, потому что они не пережили покаяние, греховного осознания, нужды в Боге и отвратительности того, что они грешны перед Ним. Вы понимаете, друзья? Это не просто, знаете, мы идем все вместе, кто хочет спастись. Раз подняли руки, ты посмотрел, друг поднял руку, и я подниму руку. Нет, друзья, так не катит. Понимаете, да? Сначала идет покаяние, потом идет вера в Евангелие, потом идет крещение. Деяния 2 глава, 38 стих. Помните, когда Дух Святой сошел на 120 учеников, и тогда толпа собралась, и Петр произнес свою первую проповедь. И он сказал такие слова. Когда люди услышали, они были облечены Духом Святым, и они говорят, что нам делать, мужи-братья, чтобы спастись? И Петр сказал, покайтесь, всегда вначале идет покаяние, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Аминь. Поэтому мы уже говорили, что крещение – это погружение в личность Отца, в личность Сына и в личность Духа Святого. Но наша тема сегодня – личность Духа Святого. И очень важно, чтобы мы понимали, вот у нас удивительная градация. Я не знаю, как у иностранцев, но у нас, у славян, у нас, если Троица, то это первое место на пьедестале Отец, Он самый главный. Второе место – это Иисус Христос. И бронзовый призер – Дух Святой. И у нас, вы знаете, у нас удивительно, у нас из этой градации у нас и отношения, что самый главный-то Отец же. На втором месте Иисус. Дух Святой это так. Он же бронзовый призер. Но вы знаете, что откровение Божьего Слова говорит, что никто из них не больше и не меньше. Они стоят на одной позиции. Они равны. В своей сущности, божественности, мудрости, силе. Они равны. Вы понимаете? Вот из-за такого человеческого мышления приходят разные ереси. Почему сегодня в теле Иисуса Христа обожествляется Мария? Я люблю Марию, но у нее есть муж. Я верю, что Иосиф на небе, он есть. И когда сегодня люди целуют Марию, я думаю, что думает Иосиф? Алло, это моя жена вообще-то. Когда люди целуют Иисуса. Это не теологический вопрос, просто расслабьтесь, хорошо? Это просто мои... Вот человеческое мышление. Почему Марию начали обожествлять? Бог об этом не говорил. Потому что у нас на подсознании кто важнее, мать или сын? Если бы не было матери,
не было бы и сына. Даже. Итак, Мария стала выше Христа. Но божественное откровение говорит, ребята, Бог избрал Марию как инструмент, чтобы родился сын. Она всего лишь инструмент. Мы почитаем Марию, но мы не поклоняемся ей. Извините, Сын Божий выше. И Писание говорит, что Он является ходатаем и посредником между Богом и людьми. Не Дева Мария. Вы понимаете? При всем том, что я люблю католиков и православных. Но Писание я люблю больше. И Писание говорит нам, что Дева Мария, благочестивая женщина, стала матерью Иисуса Христа благодаря тому, что Отец, Сын и Дух Святой избрали ее быть инструментом, чтобы исполнилась воля Божья для всего человечества. Вот и все. Понимаете? Я как бы заодно цепляю другие вещи, может быть, кому-то надо. Поэтому и Дева Мария чудесная женщина, вот, но мы поклоняемся Иисусу Христу. Мы верим в Троицу, а не в квартет. Да. Да. Это не мои слова. Да. Я подслушал это однажды у Джона Арнота. Да. И я просто рассмеялся тогда просто. Да. Мы верим в Троицу, но не в Да. квартет. Да. Хорошо. Окей. Хорошо. Так вот, друзья, в чем состоит жизнь верующего человека? Вы можете сказать, в чем смысл вашей жизни как христианина? Тан-тарадан-тан. Двойки я сегодня не ставлю. Родителей вызывать не буду. За неправильные ответы ругать тоже. Потому что как только ты задаешь людям вопрос, люди там, ну и вот это сейчас подниму, опозорюсь, надо оно мне. Вы-то уедете, а мы-то здесь останемся с пастырем. Река тяжелая, да. Хорошо. Хорошо, я упрощаю вам. Упрощаю. Вообще-то смысл христианской жизни, ну, мы стали причастниками, как Библия говорит, вечной жизни во Христе Иисусе. Да? И смысл этой вечной жизни Иисус сказал, Евангелие Иоанна, 17 глава, 3 стих, это же есть жизнь вечная. Да знают Тебя, Вау. единого истинного Бога Вау. и пославшего Тобою Иисуса Христа. Вау. То есть смысл, вот мы стали причастниками вечной жизни. Суть, смысл и цель этой вечной жизни – знать Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. Вы скажете, ну и классно, а где же тут Дух Святой? Вы понимаете? И мне нравится, вы должны понять. Вы должны понять. Что, все? Как раз на хорошей ноте. Вы должны понять. Суть личности Духа Святого. Мне нравится Дух Святой. Он никогда не будет демонстрировать и показывать себя. Призвание Духа Святого – это прославить Христа, а не себя. Вы понимаете? Я очень коротко сейчас, чтобы вам показать, как взаимодействует Троица и насколько нам важен Дух Святой. Матфея 11 глава 27 стих. Quickly. Если бы я был международным директором всех библейских школ мира, я бы просто заставил всех христиан вот этих вещам просто, чтобы они понимали то, что я вам сейчас скажу. Хорошо? Это простые вещи. Иисус сказал очень важные слова. 27 стих. Он говорит, все предано мне Отцом моим. Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто,
кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Это очень важное послание, друзья. Бога Отца никто не может вам открыть, кроме Иисуса Христа. Я не могу вам показать Отца. Если я буду показывать вам Отца, я буду показывать только ту грань, которую я сам познал через Сына. Это будет ограничено. У каждого из нас есть ответственность познавать Отца. Но познаем мы Отца только лишь через личность Духа, через откровение Иисуса Христа. Кем является Божий Сын? Вы понимаете? Вы не можете познать Отца без откровения о Сыне. Смотрите, сам Иисус об этом говорит, Евангелие Иоанна, 8 глава. Я быстренько, потому что мне нужно закончить это. Хорошо? 8 глава, и я прочитаю 19 стих, вторая половина стиха. Написано: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иисус говорит, если бы вы знали Меня, то вы знали бы и Отца. Евангелие Иоанна, 14 глава, 7 стих, Иисус говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Теперь послушайте то, что я говорю. Внимательно. Всякий путь познания Бога Отца, минуя познание личности Иисуса Христа, это ложный путь, который приведет к заблуждению и ложному представлению о Боге. Я повторю еще раз. Всякий путь познания Бога Отца, минуя познание личности Иисуса Христа, это ложный путь, который приведет к заблуждению и ложному представлению о Боге. Почему сегодня люди говорят, как будто два Бога? Бог Ветхого Завета один, Бог Нового Завета другой. Это говорит о том, что люди, вы не понимаете, нужно смотреть на Бога Ветхого Завета через призму откровения Иисуса Христа в Новом Завете. Тогда вы будете понимать сердце Бога Отца, какой Он на самом деле был в Ветхом Завете. Почему там происходило то, что происходило? Какой на самом деле Бог? Отец, вы понимаете? Только Иисус, мы прочитали, Иисус сказал, никто Бога не знает, кроме Меня. И кому Я же открою. То есть Иисус сказал, вы не можете, если вы не знаете Меня, вы не будете знать Отца. То есть без откровения, кем является Христос, мы не будем знать сущности Бога Отца. Вы понимаете? И всякое понимание Бога Отца без откровения Сына на выходе даст нам ложный образ Бога. И у людей куча теорий вообще, почему Бог делал то, почему Бог делал то. Иисус говорил, видевший Меня, видел Отца. Я не творю сам от себя, я творю то, что видел, то, что слышал. Вы понимаете? Хорошо. Отца мы узнаем через Иисуса Христа, а Иисуса Христа мы узнаем через личность Духа Святого. Вы понимаете, вы никак не узнаете Иисуса, если Дух Святой вам не откроет Иисуса, какой Он есть на самом деле. Единственная личность, которая приносит откровение, кем является Христос, это личность Духа Святого. Вы понимаете? Иисус говорит, Евангелие Иоанна, 15 глава, 26-27 стих. 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Вы понимаете, что только Дух Святой способен открыть нам Христа. Вот почему так важно, имея отношение, я подвожу итог, имея отношение с Духом Святым, мы узнаем, кто такой Христос. Узнавая, кто такой Христос,
мы узнаем, какой же все-таки чудесный Бог. Аминь. Поэтому, когда мы игнорируем общение и отношения с Духом Святым, мы на самом деле отвергаем Бога Сына и Бога Отца. Мы не узнаем Его. Поэтому так важно иметь отношения с Духом Святым. Так важно приглашать Его, общаться с Ним. Он личность, о которой вам расскажет Павел Плохотин через 10 или 5 минут. Все, друзья, перерыв. Спасибо, пастор Владимир, очень.